Россия опять атаковала Украину сотнями дронов и ракет. Основной удар по жилым кварталам и энергетике. Зам Лаврова сообщил, что продолжение контактов России с США намечено на весну. Это намек на провал переговоров? Трамп напрямую угрожает Мадуро и собирается конфисковывать венесуэльскую нефть. Золотой флот имени Трампа. Он собирается строить корабли для новой мировой войны? Грету Тунберг арестовали в Лондоне за поддержку экстремистов. ЧП в Хургаде. Огромная мурена укусила туриста на пляже популярного отеля. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Не забудьте подписаться и поставить лайк этому видео. Россияне минувшей ночью нанесли очередной массированный удар по территории Украины, используя ракеты и дроны. Под ударом оказались более 10 областей. По данным воздушных сил ВСУ, в атаке участвовали 635 беспилотников, 35 крылатых ракет и 3 ракеты «Кинжал». Зафиксировано около 30 попаданий. Главной целью атаки стала энергосистема. В результате частично или полностью обесточены Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая области, а также часть потребителей в других регионах. По данным региональных властей, погибли как минимум 3 человека, несколько человек получили ранения, в том числе в Киеве и Житомирской области. В Хмельницкой области произошло несколько пожаров. Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество усилить давление на Россию. Минобороны России не стала отрицать атаку по Украине и утверждает, что целью якобы были предприятия военно-промышленного комплекса и энергосети, их обеспечивающие. Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад секретаря СНБО Рустема Умерова и начальника Генштаба Андрея Гнатова о встречах с американской командой. По словам Зеленского, подготовлены драфты нескольких документов, включая гарантии безопасности для Украины, планы восстановления и базовую рамку для завершения войны. Он также поблагодарил европейских партнеров за поддержку и координацию. Продуктивно поработали с представителями президента Трампа, и сейчас подготовлены черновики нескольких документов. В частности, есть документы по гарантиям безопасности для Украины, по восстановлению и по базовой рамке для завершения этой войны. Пункты на сегодня зафиксированы так, чтобы это соответствовало задаче реального завершения войны и необходимости не допустить третьего российского вторжения. Каждый раунд переговоров и встреч усиливает защиту украинских интересов, и именно так конструктивно мы продолжим эту работу. Благодарен также европейским партнерам за поддержку и координацию. Ожидаем продолжения диалога с США. И важно, чтобы дипломатия всегда шла рука об руку с необходимым давлением на Россию и необходимой поддержкой для Украины. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, между тем, сделал расплывчатое заявление в интервью российскому агентству «Интерфакс». Он рассказал, что, цитата, «Россия и США провели очередной раунд контактов по устранению взаимных раздражителей, а следующий раунд переговоров состоится ориентировочно в начале весны». О каких именно контактах идет речь, Рябков не уточнил. Были это переговоры Кирилла Дмитриева со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером или какие-то другие переговоры, которые российский МИД проводил отдельно, так и осталось без ясности. Но накануне российские высшие чиновники в несколько голосов заявили, что Кремль недоволен правками в проект мирного плана, внесенными по итогам переговоров США с Украиной и европейскими лидерами. А из одновременных заявлений Дональда Трампа и Джей Ди Венса следовало, что США расценивают шансы на заключение мира как 50 на 50. Война России против Украины может завершиться в следующем году, но на условиях, крайне невыгодных для Киева. Такой прогноз в статье для «Политика» сделал обозреватель Джейми Детмер. Он отмечает, что ЕС не смог договориться об использовании замороженных российских активов на 210 миллиардов евро. Вместо этого Украине предложен беспроцентный кредит на 90 миллиардов, которого, по мнению автора, недостаточно для продолжения войны. Получить новую помощь будет сложно. Ряд стран ЕС уже отказались от совместных заимствований, а поддержка США при президенте Дональде Трампе выглядит сомнительной. Путин также умеет читать социологические опросы и видит растущее нетерпение европейских избирателей по поводу войны, особенно в крупнейших экономиках континента. Так, опубликованный на прошлой неделе опрос «Политико», в котором приняли участие 10 тысяч человек,
Показал, что респонденты в Германии и Франции даже менее готовы продолжать финансирование Украины, чем опрошенные в США. В Германии 45% заявили, что поддержали бы сокращение финансовой помощи Украине, тогда как лишь 20% высказались за ее увеличение. 37% выступили за уменьшение помощи и только 24% за ее наращивание. Политика подчеркивает, что отказ Европы от более решительных шагов усиливает раскол внутри ЕС и убеждает Кремль, что время играет на его стороне, создавая условия для навязывания Украине невыгодного мирного сценария. Американские военные самолеты были замечены на базе Рузвельт Роудс в Пуэрто-Рико на фоне роста напряженности в отношениях США с Венесуэлой. США уже перебросили в Карибский бассейн тысячи военнослужащих, авианосец, военные корабли и истребители. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о так называемой блокаде всех нефтяных танкеров, входящих в Венесуэлу и выходящих из нее. Кроме того, 10 декабря США захватили венесуэльский нефтяной танкер «Скипер». В воскресенье он прибыл в район перевалки нефти Галвестон Offshore Lightering Area неподалеку от Хьюстона. Нефть, которая была изъята. Соединенные Штаты конфисковали 1 миллион 900 тысяч баррелей нефти 10 декабря. Мы ее оставим. Куда она пойдет? Мы собираемся ее продать. Может, продадим, может, оставим, может, используем для стратегических резервов. Мы ее оставляем, и суда тоже оставляем. Почему Мадуро должен воспринимать ваши угрозы всерьез? Он может делать все, что хочет. Какова ваша конечная цель? Ответа нет. Он может делать все, что хочет. У нас сформирована мощнейшая армада. Самая большая, какая у нас когда-либо была, и, безусловно, крупнейшая из всех, что когда-либо находились в Южной Америке. Он может делать что угодно, что захочет. Но если он решит играть жестко, это будет последний раз, когда он вообще сможет играть жестко. За последнее время США провели более 20 ударов по судам, которые, по версии Вашингтона, участвовали в перевозке запрещенных веществ в Карибском море и Тихом океане. Власти Венесуэлы называют происходящее пиратством и намерены принять закон о гарантиях свободного судоходства и торговли в Мировом океане. Он предусматривает до 20 лет тюрьмы за атаки на венесуэльские суда. Мы действуем строго в рамках закона. Мы в рамках закона. Мы серьезные люди, и когда мы подписываем контракт в соответствии с Конституцией и законом, он исполняется. При любых обстоятельствах, при дожде и солнце, как это происходит с «Шеврон». Несмотря на ситуативные временные конфликты, которые у нас могут быть с нынешней администрацией, с «Шеврон» контракт исполняется строго. Мы серьезные люди, потому что мы достойные люди. Мы наследники Симона Боливара. В последние дни я размышлял о незаконных актах агрессии, которые имели место. Я считаю, что президент Трамп мог бы гораздо лучше заниматься делами своей страны и всего мира. Внутри своей страны экономическими и социальными вопросами. И в мире, если бы уделял внимание проблемам собственного государства. Каждый президент своему. Потому что не может быть так, что 70% его выступлений, заявлений и времени посвящены Венесуэле. А Соединенные Штаты, а бедные в США, которым нужно жилье, а рабочие места, которые нужно создавать. Пусть каждый занимается своей страной. И, честно говоря, если я снова с ним поговорю, я скажу ему именно это. Каждому свои внутренние дела. Тем временем российский МИД начал эвакуацию семей российских дипломатов из Венесуэлы, сообщает Associated Press со ссылкой на чиновника европейской разведки. Хотя еще на прошлой неделе Москва выступила с заявлением в поддержку режима Николаса Мадуро, в котором говорилось о солидарности с народом Венесуэлы. Рассчитываем, что администрация Дональда Трампа, отличающаяся рациональным прагматичным подходом, не допустит роковой ошибки и удержится от дальнейшего сползания к ситуации, грозящей непредсказуемыми последствиями для всего западного полушария. Во вторник вечером в Нью-Йорке пройдет экстренное заседание Совета безопасности Организации Объединенных Наций по ситуации вокруг Венесуэлы. Президент Дональд Трамп объявил о начале строительства Золотого флота. Как всегда, лучшего в мире. Просто послушайте.
Добро пожаловать в Мар-а-Лаго на это важное объявление о создании нового Золотого флота. Мы так его и называем – Золотой флот, который мы будем строить для ВМС США. Как вы знаете, нам отчаянно не хватает кораблей. Многие из наших кораблей состарились, изношены, устарели, и мы идем в прямо противоположном направлении. Раньше вы строили Айову, Миссури, Висконсин, Алабаму и многие другие. У нас были крупные линкоры. Эти будут еще больше, но при этом в 100 раз мощнее. Сила, огневая мощь — в 100 раз больше. Таких кораблей еще никогда не было. Их концепция разрабатывалась уже очень давно. Линкоры — это самые большие, самые прочные и самые тяжело бронированные корабли, специально созданные для морского боя. За последние годы Америка строила новые военные корабли, но они, как правило, были меньше, гораздо меньше, и они не соответствуют тому, где мы сейчас и куда мы идем. Мир через силу. Кроме того, прямо сейчас мы строим еще 3 крупных авианосца, в дополнение к тем, которые у нас уже есть. Мы будем тесно работать с компаниями, но при этом будем наказывать те компании, которые плохо справляются. Эти корабли будут сделаны из стали, а не из алюминия. Это огромная разница. Как вы знаете, у линкоров стальные корпуса толщиной 6-7 дюймов. Эти корабли тоже будут сделаны из очень прочной стали. Кстати, наша сталелитейная промышленность активно возвращается рекордными темпами. И именно ее сталь мы будем использовать. Как будет выглядеть обновленный флот США? Военный обозреватель CNN Брэд Лэндон отмечает, что по плану линкоры класса «Трамп» будут крупнейшими надводными боевыми кораблями США со времен Второй мировой войны. Длиной до 880 футов и водоизмещением 30-40 тысяч тонн. Они будут вооружены гиперзвуковыми ракетами, ядерными крылатыми ракетами. На них будет по 128 вертикальных пусковых установок для ракет «Томагавк» и противокорабельных ракет, рельсотроны, лазерные пушки и артиллерия. Трамп утверждает, что эти корабли будут в 100 раз мощнее своих предшественников. Однако строительство новых линкоров сталкивается с множеством препятствий. Администрация не определила сроки проектирования и строительства. Военно-морские верфи США перегружены текущими заказами, а для работы потребуется масштабная программа подготовки специалистов. Кроме того, стоимость одного корабля может достигать 15 миллиардов долларов. История показывает, что даже амбициозные проекты, как эсминцы класса «Зумвальд» или фрегаты «Constellation», сталкивались с задержками, сокращением числа строящихся кораблей и проблемами с вооружением. Даже при успешном вводе в строй остается вопрос о боевой ценности линкоров. Большие корабли уязвимы перед современными ракетными и дроновыми системами, способными выводить их из строя. Некоторые эксперты считают более рациональным развивать многочисленные небольшие суда с переносными ракетами и беспилотниками, распределяя риски. Тем не менее, аналитики отмечают, что Соединенные Штаты обладают техническими возможностями для реализации проекта, но потребуется модернизация верфей, подготовка персонала и международное сотрудничество, например, с Южной Кореей, чтобы создать современный флот, способный противостоять угрозам Китая и других держав в Тихоокеанском регионе. В Лондоне британская полиция арестовала шведскую активистку Грету Тунберг на пропалестинской акции протеста, сообщила группа Defend Our Juries. Тунберг задержали по закону о терроризме за демонстрацию плаката с поддержкой заключенных, связанных с организацией Palestine Action, признанной в Великобритании террористической. Представитель полиции Сити заявил, что сначала были задержаны 2 людей за заброс красной краски в здание, а позже на месте появилась 22-летняя женщина, арестованная за поддержку запрещенной организации. Видео с места происшествия показывает, как полицейские забирают плакат у Тунберг. Defend Our Juries заявила, что целью акции было здание страховой компании, которая, по их словам, оказывала услуги британскому подразделению израильской оборонной фирмы Elbit Systems. В турецкой провинции Коня фермеры страдают от многочисленных провалов земли. Огромные воронки диаметром несколько десятков метров появляются посреди полей, уничтожая урожай и делая пахотные земли опасными для обработки. Эти гигантские дыры в земле образовываются из-за снижения количества осадков и падения грунтовых вод. Экологи говорят, что это яркий пример последствий изменения климата. Когда мы приехали сюда 5 лет назад, 2 уровня земли были почти одинаковыми. Здесь раньше стояла старая мечеть.
Старую мечеть снесли, потому что трещина из-за оседания грунта разделила ее пополам. Она уже не использовалась. Здесь построили новую мечеть. Но раньше такого не было. Я точно не знаю, связано ли это с понижением уровня грунтовых вод или с последствиями землетрясений, но эта территория погружается все сильнее. На полях, где выращивают кукурузу, пшеницу и сахарную свеклу, провалы образуются с высокой плотностью, иногда более десятка на одном поле. В горных районах древние водоемы почти полностью высохли. По словам профессора геологии Фетуллы Арика из Технического университета Кони, только в одной провинции уже насчитывается около 700 таких провалов. Главная причина увеличения числа проблем – изменение климата и засуха, которые затрагивают весь мир с 2000-х годов. В результате этой засухи уровень грунтовых вод ежегодно немного снижается и продолжает падать. Также в этом бассейне, Конье, чрезвычайно высокий спрос на воду. Вода, забираемая как из документированных, так и из недокументированных скважин, существенно влияет на снижение уровня грунтовых вод. Уровень грунтовых вод падает каждый год. Если ранее он падал примерно на полметра в год до 2000-х, то с тех пор снижение стало резким, достигнув нескольких метров в год, а с 2020 года даже 4-5 метров в год. Карстовые провалы пока не привели к жертвам, но их непредсказуемость угрожает жизни и имуществу жителей. Фермер Мустафа Сик рассказал, что на его полях за 2 года образовались 2 провала, один из которых образовался в августе 2024 года с очень громким пугающим грохотом. Геологи обнаружили еще 2 потенциальных места, где могут появиться новые провалы. Одна из провалин появилась в 2023 году. Это провалина, которая образовалась в 2023. Уже несколько лет до того имела небольшое углубление в середине. Когда оно появилось, мы перестали ее обрабатывать. Мы оставили землю, больше ее не пашем и не сажаем. Затем в течение 2 лет края потрескались. Она начала расширяться. Потом так продолжалось несколько лет. Через несколько лет, когда меня не было рядом, один из наших людей, Абдулла, заметил ее. Или точнее, он увидел это и позвонил нам. Он сказал: да, брат, отломившаяся часть ушла. Он рассказал, что она провалилась с громким треском. В Египте на российского туриста напала крупная мурена. Хищная рыба укусила его прямо у берега, на территории пляжа отеля «Бич Альбатрос» в Хургаде. Пострадавшего срочно госпитализировали. Мурену позже поймали и отвезли подальше от зоны отдыха. Укусы этой змееобразной рыбы чрезвычайно болезненны. Они способны повредить сухожилия и вызвать серьезное воспаление. Раны, нанесенные муреной, заживают долго. Порой процесс восстановления занимает месяцы, иногда до полугода.